Найдено лекарство от ВИЧ. Байден называет причину, по которой может сняться с выборов, а Германия сокращает помощь Украине вдвое. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Загадочные смерти в Бангкоке. Тела 6 иностранцев найдены в дорогом отеле. В вопросах, связанных с посольством США, мы координировали свои действия, используя для анализа всю собранную информацию. У Трампа уже поссорились с британским новым правительством. Как теперь будет выглядеть сотрудничество? Да, вы должны взять себя в руки, а то ни туда, ни сюда. Российские паспорта теряют силу после походов в консульство за границей. Кому и за что аннулировали документы? Запросить новый паспорт или оспорить решение МВД, находясь за рубежом, невозможно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, и про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте тоже, так вы можете нас поддержать. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Поехали. Джей Ди Венс еще не только не стал вице-президентом, но даже не дошло до выборов, а уже мог испортить отношения с одним из главных партнеров США – Великобританией. Еще одна вещь. Недавно я разговаривал с другом, и мы говорили, знаете ли, о том, что одна из самых больших опасностей в мире, конечно же, это распространение ядерного оружия. Хотя, конечно, администрацию Байдена это не волнует. И я говорил о том, какая первая по-настоящему исламистская страна получила ядерное оружие. И мы подумали, может быть, это Иран, возможно, Пакистан уже имеет такое. А потом мы как бы наконец решили, что, возможно, это на самом деле Великобритания, потому что лейбористы только что взяли верх. Но что касается моих друзей Тори, то я должен сказать, что вам, ребята, нужно собраться. Да, вы должны взять себя в руки, а то ни туда, ни сюда. На такую характеристику ему ответила заместитель британского премьер-министра и призвала не относиться серьезно к таким заявлениям. Я не признаю эту характеристику. Я крайне горжусь успехом лейбористов на недавних выборах. Мы получили голоса во всех различных общинах по всей стране. Сам британский премьер начал налаживать отношения с Трампом еще до своего избрания, а министр иностранных дел правительства Стармера несколько раз встречался с Венсом и даже называл его приятелем. Мы поговорили с дипломатом о том, может ли Трамп вместе с Венсом в случае избрания испортить отношения с Великобританией, если уже показывает себя вот таким образом. Прежде всего, следует сказать, что однозначно Соединенное Королевство не является исламистским государством. Во-первых, это светское государство. Во-вторых, там небольшое количество и в Палате представителей, и в мэриях людей с арабским происхождением, которые исповедуют ислам. То есть это, можно сказать, такая большая гипербола. Второй момент, Венсу хорошо бы знать, что Соединенное Королевство владеет ядерным оружием еще с времен после завершения Второй мировой войны, и поэтому уж точно они никак не могут во второй раз получить ядерное оружие. И естественно, что мы должны рассматривать такие заявления исключительно в контексте предвыборной борьбы, когда Венс использует такую риторику, которая резонирует с его электоратом Трампа. И там, естественно, не стесняются использовать такие слова и обороты, которые подчеркивают негативное отношение к представителям другой расы, других этнических групп или религиозных групп. И, соответственно, это, по большому счету, попытка только показаться таким же, как Трамп, и даже я бы сказал, что Венс является больше Трампом, нежели сам Трамп. Поэтому я бы не сказал, что каким-то образом такие заявления могут в будущем, при, естественно, выборы Дональда Трампа президентом, трансформироваться в какую-то политику против Соединенного Королевства. Соединенное Королевство со времен Атлантической хартии, фактически времен Второй мировой войны, является ключевым союзником Соединенных Штатов в Европе, и, я бы сказал, даже в мире. И я не думаю, что такие заявления будут трансформированы в политику, которая подорвет особые отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством. Лед тронулся. Джо Байден назвал свое условие выхода из президентской гонки. Действующий президент говорит, что только это может заставить его сойти с дистанции.
Если бы у меня было какое-то заболевание, которое появилось, если бы кто-то, врач, например, пришел ко мне и сказал, что у тебя есть эта проблема и эта проблема, но я допустил серьезную ошибку в дебатах. Смотрите, причина, по которой я баллотировался, вы, возможно, помните. Я сказал, что буду переходным кандидатом. И я думал, что смогу уйти от этого, просто передав его кому-то другому. Но я не ожидал, что все станет настолько разделенным. И, честно говоря, я думаю, что единственное, что приносит возраст, это немного мудрости, и я думаю, что продемонстрировал, что знаю, как добиться результата для страны, несмотря на то, что нам говорили, что мы не сможем этого сделать. Нам еще многое предстоит сделать, и я не хочу от этого отказываться. Разница в возрасте между Трампом и Байденом 3 года, но на этом упорно играют обе стороны. Во всяком случае, Байден впервые заявил, как он может сойти с дистанции, ведь ранее он говорил, что это невозможно, даже несмотря на то, что главные спонсоры Демократической партии замораживали свои взносы, пока он не уйдет. Российские паспорта будут аннулироваться уехавшим из страны россиянам. Уже известно более десятка подобных случаев, когда россияне за границей не могут войти на портал госуслуг, например. А при выяснении оказывается, что их паспорта просто аннулированы. Так случилось, к примеру, с журналисткой из Архангельска Олесей Кривцовой, чью историю описывает The Moscow Times. Раньше были также обнулены паспорта уехавшим из России омским активистам Данилу Чебыкину и Ричарду Кингу, тоже без уведомления, после визита в посольство РФ в Ереване. Запросить новый паспорт или оспорить решение МВД, находясь за рубежом, невозможно. В связи с этим сотрудник посольства рекомендовал Чубыкину вернуться и решить свои проблемы на родине. По словам активистов, впоследствии к ним обратились еще 6 иммигрантов из России с аналогичными проблемами с паспортами. Имен и других подробностей они не привели. В основном аннулирование паспортов происходит после обращения в российские дипломатические ведомства за границей. Документы невозможно продлить или поменять. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Немецкий Кабмин вынужден сократить военную помощь для Украины вдвое со следующего года. С 8 до 4 миллиардов евро. Об этом пишет Reuters. Все из-за дефицита бюджета. Как следует из проекта государственной сметы, дефицит в Германии в 2025 году планирует достигнуть 17 миллиардов евро. Этот годовой бюджет посчитан в рамках долгосрочного планирования до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил для модернизации вооруженных сил и достижения установленного НАТО уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, пишет русская служба BBC. Фонд был создан в начале российского широкомасштабного вторжения, и объем средств там 100 миллиардов евро. Так что зрада пока отменяется. Тела 6 иностранцев были найдены в номере роскошного отеля в Бангкоке. Причем среди погибших был и предполагаемый убийца, заявила полиция Таиланда. Причиной смерти стало, скорее всего, отравление цианидом. Его обнаружили на стаканах и чайнике в номере отеля Гранд Хаят. А опрос родственников погибших показал, что между ними произошел спор из-за долга, связанного с инвестициями. В вопросах, связанных с посольством США, мы координировали свои действия, используя для анализа всю собранную информацию, включая данные столичной полиции, такие как просмотр записей камер видеонаблюдения, проверка аэропорта и изучение поездок, чтобы получить больше деталей для дальнейшего расследования. Чтобы чистой питьевой воды хватило жителям планеты, усилия по ее очищению нужно увеличить в 6 раз. А развитие отрасли поставки и очистки как минимум в 5, говорит президент Международного фонда сельскохозяйственного развития. Вода есть везде. Да, океаны покрывают 70% нашей планеты, но воды, которая действительно пригодна для использования и доступна, на удивление мало. Всего 0,05% воды на Земле. Мы видим, что 2,2 миллиарда человек во всем мире все еще живут без безопасной питьевой воды, и 3,5 миллиарда человек, которые живут без безопасных санитарных условий. Нам нужно на сотни миллионов больше кранов и туалетов, а также прекратить сброс
сброс неочищенных сточных вод обратно в природу. В результате таких заболеваний, как холера или тиф, каждый день погибает около 1000 детей в возрасте до 5 лет. Качество воды страдает на всех континентах, нехватка воды усугубляется, продовольственные системы испытывают трудности, а катастрофы, связанные с водой, становятся все более частыми. В то время как изменение климата набирает обороты, а население растет. Наше постоянное злоупотребление и пренебрежение всем водным циклом усугубляет другие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, говорит президент Международного фонда сельскохозяйственного развития. Ну и лекарство от ВИЧ найдено. 2 укола в год могут на 100% защитить от заболевания, говорят американские ученые, основываясь на испытаниях препарата, который называется ленакопавир. Это новый тип лекарства, который называется ингибитором капсида. Пока он стоит больше $42 тысяч в год, в исследовании приняли участие 5300 женщин в возрасте от 16 до 25 лет. Специалисты не зарегистрировали значимых побочных эффектов. Но ни одна из женщин не заразилась вирусом иммунодефицита. В конце года медики обещают завершить испытания препарата для мужчин и предоставить его результат. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео. Давайте развиваться вместе с вами. Также не забывайте, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, все это непременно очень важно. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.